Всем привет! И вы на канале о вязании крючком игрушек и не только. Julie Woolly Toys. Я Юля, и сегодня наконец-таки свершилось. Вы меня очень долго просили. Просили связать этого персонажа после того, как я показала его вот в этом видео о моих необычных вязаных заказах. Как я получила этот заказ? Мне просто написал молодой человек когда-то с просьбой связать такую птичку Бип-Бипа, который также является известным дорожным бегуном из Looney Tunes. Когда выложила видео, мне посыпался шквал вопросов, где же мастер-класс по этому бегуну дорожному, потому что действительно игрушка достаточно оригинальная. И я решила все-таки наконец-то удовлетворить ваши просьбы, ну и как бы реализовать ту схему, которую я изначально придумала. Вот у меня тут есть такие писули, я давным-давно рисовала и записывала эту схемку, долго не решалась ее связать. Когда начала снимать для вас мастер-класс, я вспомнила, почему я так долго откладывала это вязание, этот мастер-класс, потому что когда я вязала сейчас уже, я поняла, что Юля, как ты это придумала? Здесь столько маленьких деталей, которые нужно соединять. И на самом деле должна вас предупредить, что игрушка это, может не совсем подойти для новичков, более для опытных вязальщиц. Каких-то суперсложных приемов в ней нет, но в ней есть много реально мелких деталей, которые нужно соединять воедино, и в этом сложность. Ну что ж, встречайте наш красавчик Бип-Бип. Прямо так и просится, чтобы вы ему поставили лайк. Если еще не подписались на канал, то я думаю, что он вас должен убедить это сделать. Интересно то, что первого своего бегуна меня попросили связать как подвеску в машину, поэтому он должен был быть уменьшенной версией, и я разрабатывала схему и вязала из других ниток, более тонких. В процессе, когда я уже начала сейчас вязать из другой пряжи, вот из полухлопковой пряжи потолще, я немножечко, честно говоря, кое-что по ходу вязания все же меняла. Но в общем и целом он остался каноничен, он остался пропорционален, и в принципе он соответствует той схеме, которую я изначально придумала и разработала. Ну, знаете, как следующие все версии, они более лучше, модифицированнее. Вот так получилось и с этим дорожным бегуном. В том тоже был проволочный каркас, но мне нравится, что его можно вот по-разному. Лапки у него на проволочном каркасе. Также я здесь сделала изменение, это на проволочном каркасе у меня и прическа его. И точно так же с хвостиком. Хвостик я тоже ставила каркас. Ну и в шее, потому что она должна держать форму. Самое главное отличие от моей первой версии, это то, что там я почему-то решила не заморачиваться с вывязыванием клювика. И подумала, а почему бы не слепить мне его с полимерной глины? Это было намного проще, потому что я сразу могу скульптурно сделать такую вот форму клювика и не париться, не вывязывать, не придумывать количество петелек. Но, конечно же, я понимаю, что не все те, кто вяжут, могут иметь полимерную глину дома и уметь с ней работать. И еще и захотеть с ней работать, ведь ее нужно впоследствии запекать в духовке. Да, поэтому мы с вами идем по накатанной дорожке. Я вывязала для вас новый клювик Бип-Бипу. Ну а так игрушка получилась абсолютно классная. Не знаю, мне самой она нравится, она яркая, она необычная. Я надеюсь на вашу поддержку и на то, что понравится сам образ игрушки. Ну а вас я приглашаю связать со мной вместе эту игрушечку, которую вы долго ждали и просили. Что нам понадобится по материалам? Давайте же посмотрим. Приступаем к обзору материалов, которые понадобятся нам для создания игрушки. Итак, по пряже. Я буду вязать, конечно же, своим любимым Yarn Art джинсом. По цветам нам понадобятся это синий номер 47, голубой номер 55, желтый номер 35,
и оранжевый номер 77. Это как рекомендация по палитре, которую подобрала я, а там уже выбираете по пряже, которая у вас есть. Учтите только, что понадобится нам совсем чуть-чуть каждого вида пряжи, потому что игрушка достаточно худенькая у нас и не требует большого количества пряжи. Желтый нам нужен будет только для клювика, оранжевый только для лапок, синий это у нас будут крылышки и голова, голубой тело и хвост. Вязать из этой пряжи я буду, как обычно, крючком номер 1,5 мм. Буду использовать ножнички, иголки, счетчик ряда и маркер ряда. А также важный момент, нам понадобится для создания этой игрушки проволочный каркас. Я использую синельную проволоку. Это проволока в мягкой оплетке. А если вы будете использовать любую другую проволоку, то нам понадобится около метра этой проволоки. Также нам понадобится небольшой кусочек белого фетра. На нем мы будем вырезать белки глаз. Можно еще заготовить кусочек синего для век. Это уже по желанию. Нам понадобятся глазки полубусины диаметром у меня будут 8 мм. А приклеивать мы будем при помощи клея. Я рекомендую Момент Кристалл. Ну и все же чуть-чуть холофайбера для этой игрушки нам понадобится. А теперь давайте же начинать вязание. И начнем мы его с ножек и с оранжевой пряжи. У нас много повторяющихся деталей и начинаем мы ножку с пальца. Набираем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Первый ряд первого пальца. Детальки у нас несложные, но их много мелких, и которые требуют соединения в конечном итоге. А здесь мы незамысловато вяжем ножку и продолжаем вязание. Со 2 по 5 ряды включительно мы точно так же продолжаем вязать по 6 столбиков без накида в каждом ряду. Мы вяжем так 2 детали, обрезая нить после 5 ряда. То есть провязали 5 рядов, ниточку обрезали, вязание закончили. А вот на 3-м когтике мы не обрезаем нить, мы оставляем ее рабочей и начинаем присоединять связанные нами 2 других когтика. Как мы делаем? Прежде чем соединить, мы провязываем, ставим маркер обязательно. 3 столбика по нашему 3-му пальцу, но это же уже будет другой ряд. Берем следующий ногтик, провязываем тоже тут 3 столбика по 2-му пальчику. И по 3-му мы провязываем, соответственно, 6 столбиков без накида, обвязывая его со всех сторон. 6. Затем снова по 2-му пальцу провязываем недовязанные 3 столбика. И по нашему 1-му пальчику тоже 3 столбика без накида. В этом ряду у нас должно получиться 18 столбиков без накида соответственно. И вот такая вот деталь у нас уже должна выглядеть. Это как бы первый ряд нашей лапки считается, так как пальчики мы вязали отдельно. И в этом ряду нам нужно уже вставить сразу проволоку в эти лапки. Как делаю я? Я беру синельную проволоку, меряю так, чтобы у меня выходило примерно вот так вот. Это будет наш 1 пальчик. Обязательно смотрите, чтобы у вас проволока была закругленным концом, заходила в наш пальчик. Дальше я делаю переход, отмеряю оп и отмеряю оп для пальчиков. Насаживаю пальчики на проволоку. В итоге у меня должно получиться вот так. И вот этот кончик, он нам тоже пригодится, так что не спешите его обрезать, потому что здесь у нас дальше идет лапка вместе еще с 1 пальчиком. Теперь продолжаем вязание. И вяжем 2-й ряд нашей лапки, а в нем у нас будет 1 столбик уже и 1 убавочка. Провязываем 1 убавку
И повторяем так 6 раз по кругу, чтобы во втором ряду выйти на 12 столбиков без накида. В третьем ряду мы снова делаем сужение. Здесь нас ждет 6 убавок, чтобы получить 6 столбиков без накида в конце ряда. И дальше уже, исходя из этого, мы будем вывязывать еще один пальчик. Как вы понимаете, пальчик у нас это тоже будет состоять из 6 столбиков без накида по кругу. И мы так вяжем с 4 по 7 ряды. И теперь подгоняем проволочку и обвязываем последний ряд у нас. Это убавки до конца, чтобы закрыть наше отверстие. На этом ниточку обрезаем, закрепляем, прячем вовнутрь. Вот такая куриная лапа у нас должна получиться. Ну а далее мы должны вывязать лапку вверх. Для этого мы тоже сразу берем проволоку, смотрим середину, просто где у нас соединяются лапки. Вот эта серединка. Сюда я закрепляю проволоку. Закрепляю ее в 2 раза. Если вы вяжете из таких же материалов, как я, то на данном этапе вот 10 сантиметров должна быть эта проволока с одной стороны, ну, соответственно, это вот 20-сантиметровый кусочек нам понадобится. Присоединяем сзади ниточку. Вот по центру ноги можно начать. Продолжаем обвязывать нашей оранжевой пряжей. И мы должны вокруг этой оси нашей из проволоки связать тоже 6 столбиков без накида. Просто цепляемся за верхние петельки и поверх вяжем. 1, 2. Первый ряд самый сложный. 3, 4, 5, 6. Вот такой у нас тяжеловатый первый ряд. Смотрите, далее мы вяжем без прибавок и убавок с 1 по 15 ряды. Вот первый мы уже провязали, и теперь до 15 ряда мы просто вяжем по 6 столбиков без накида в каждом из этих рядов, без каких-либо прибавок и убавок. Затем после этого мы будем менять еще ниточку. На этом не конец нашей ножки. Вот мы провязали уже 15 рядов. На этом ниточку надо поменять. Меняем мы ее на голубую. Я обычно вот делаю последнюю петелечку такую и через нее уже закрываю как бы столбик. Мы провязываем 16 ряд голубой ниточкой, тоже 6 столбиков без накида. В 17 ряду, смотрите внимательно, вяжем одну прибавочку, затем еще 2 столбика подряд и повторяем нашу прибавочку и 2 столбика. Соответственно, в этом ряду у нас будет 8 столбиков без накида. Последний 18 ряд мы тоже начинаем с прибавки, но только мы вяжем прибавку и 3 столбика. Повторяем так 2 раза по кругу, у нас выйдет с вами 10 столбиков без накида. И это наш последний ряд в этой ножке. На этом ниточку оставляем для пришивания достаточной длины, закрепляем ее. Ну и, конечно, нам нужно провязать вторую точно такую же лапку. Тип-тип-тип-тип-тип. А теперь мы свяжем крылышки и будем вязать их синей пряжей. Принцип будет такой же, как и у ножек, но, естественно, будет отличаться сама схема вязания. Для каждого крыла должны связать как бы по 3 перышка. Все перышки будут разного размера. Вот мы начинаем вязать с первого пера. И, естественно, все они будут вязаться 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Первый ряд первого перышка. Отличия будут лишь только в количестве рядов. Это наше самое маленькое перо. И мы вяжем со 2 по 4 ряды включительно 6 столбиков без накида. То есть всего 3 ряда. После 4 ряда ниточку обрезали
Мы ее просто закрепили. И наше первое перышко, самое маленькое, готово. Второе среднее перо, все то же самое. Первый ряд у нас 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. И дальше вяжем по 6 столбиков в ряду, но в этом пере мы вяжем со 2 по 5 ряды. То есть на один ряд больше, чем в предыдущем. На втором перышке точно так же после 5 ряда ниточку обрезали, закрепили. И вяжем третье перо по тому же принципу: 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми первый ряд, а далее уже со 2 по 6 ряды мы вяжем по 6 столбиков без накида в ряду. И внимание, на этом пере мы ниточку не обрываем. Вот мы провязали наше третье перо. Теперь мы по нему же вяжем 3 столбика. Обязательно ставим на нем маркер рядом, первую петлю, и провязываем по нему 3 столбика. 2, 3. Теперь собираем наши перья воедино. Обязательно смотрите, чтобы вы не перепутали. Нам сейчас нужно среднее перо, и по нему мы провязываем еще 3 столбика. После этого присоединяем наше самое маленькое перышко, и по нему мы провязываем 6 столбиков без накида. То есть обвязываем его со всех сторон и переходим на другую сторону. И далее тот же принцип, что с лапкой. 3 столбика по второму, то бишь среднему перу, и 3 столбика по самому первому. Замыкаем таким образом этот ряд. Это наш первый теперь ряд крыла, и в нем 18 столбиков без накида должно быть. Выглядит это вот так. И второй ряд теперь мы провязываем, в отличие от ножки, еще раз мы вяжем 18 столбиков без накида. В третьем ряду мы уже немножечко идем на сужение. Мы будем добавлять убавочки. Но я рекомендую, чтобы не сбивался такой вот узор и рельеф, убавки делать по центру. Но я вот провязываю 3 столбика без накида и дальше делаю убавочку. Просто ровно по центру. Надо сделать одну убавку с одной стороны и одну убавку симметрично также с другой стороны по центральному перу, чтобы всего у вас в ряду получилось 16 столбиков без накида. В четвертом ряду снова провязываем без изменений, то есть 16 столбиков по кругу мы должны будем провязать. В пятом ряду мы снова должны сделать 2 убавочки по центру с одной стороны и с другой стороны, минус 2 петли получается. И в пятом ряду у вас должно выйти в конце ряда 14 столбиков без накида. В шестом ряду мы провязываем снова без прибавок убавок по кругу 14 столбиков без накида. И еще один ряд, а это у нас 7 ряд, мы будем провязывать с 2 симметричными убавками по центру. В 7 ряду у вас уже должно выйти 12 столбиков без накида. И последний 8 ряд, это у нас просто убавочки до конца ряда, пока у нас вязание не закроется окончательно. После этого оставляем ниточку для пришивания. Крылья мы не набиваем, не вставляем в них никакой каркас, поэтому вот так вот оно выглядит. Ну и как вы понимаете, крылья у нас такая парная часть тела, поэтому нам нужно связать аналогичное второе крыло. Ну а теперь самая сложная деталь. Мы вяжем хвост. Он точно так же будет состоять из маленьких секций, которые соединяются потом воедино. Просто этих секций будет больше, чем до этого мы с вами вязали там перышек или лапок. И все они вяжутся по одному и тому же принципу. Главное, вяжите детальки и раскладывайте их в том порядке, в котором я вам рассказываю. Самая большая деталь у нас будет все то же самое, 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. И со 2 по 6 ряды мы вяжем без прибавок и убавок по 6 столбиков без накида. Такое перо у нас одно, оно будет самое первое. Провязали 6 рядов, ниточку закрепили и обрезали.
Чтобы не показывать вам то же самое, рассказываю и прописываю здесь вот в деталях. И нам нужно будет связать еще 2 аналогичных детали, но только со 2 по 5 ряды мы вяжем 6 столбиков без накида. И 3 детали со 2 по 4 ряды мы провязываем по 6 столбиков без накида. Это следующие у нас 3 детальки. И одну единственную маленькую деталь, это первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми, и 2 и 3 ряды только вяжем 6 столбиков по кругу. Все эти детальки, они у нас должны быть выстроены по росту. И не забываем, что на последней маленькой детали мы ниточку не обрезаем, а будем продолжать вязание. И вот мы дошли до последней детали. На ней мы ниточку не обрезаем. К этому моменту у нас должно готово быть 7 деталек. И все мы их обязательно выкладываем по размеру. Начинаем опять-таки с нашей первой детали, которая у нас на крючке. Провязываем петлю и ставим маркер. Мы вяжем 3 сначала с одной стороны. Берем следующую детальку, тех, которых у нас 3 по размеру, и ввязываем тоже каждую по 3 петельки. Так набираем на цепочку и обвязываем все детальки. Когда доходим до 7-й детальки, по ней мы провязываем все 6 столбиков. Перешли на другую сторону, и по ней мы тоже по каждому перу нашему провязываем оставшиеся 3 столбика. Это будет наш первый ряд, и в нем должно получиться у вас 42 столбика без накида. После этого мы должны с вами провязать еще 2 ряда по 42 столбика без накида. После того, как мы связали хвост, можно его армировать, то есть вставить в него проволоку. Я вставляю, чтобы он такой был более гибкий, вставляю прямо, продеваю через хвост. У нас должна остаться длинная ниточка, которой мы берем и просто сшиваем вот это отверстие. Стягиваем обе стороны. Просто берем из центра одной петельки, стягиваем в центр другой петельки. Так делаем до конца. Я вернула ниточку рабочую на исходную позицию, чтобы потом пришить хвостик. И хвост мы теперь откладываем, он уже готов полностью, осталось его только пришить. Предлагаю отвлечься от вязания однообразных деталек и связать клювик нашему бип-бипу. Приступаем к вязанию клюва. И клюв мы вяжем, конечно же, желтенькой ниткой. Здесь немного сложноватый первый ряд, и мы его вяжем из 3 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Во втором ряду нам нужно начать его с прибавки, то есть 2 столбиков без накида в первую же петлю. И еще 2 петельки провязать просто, чтобы во втором ряду у нас уже было хотя бы 4 столбика без накида, уже полегче. Третий ряд начинаем тоже с одной прибавочки в первую петлю и еще 3 петельки провязать просто по клювику. В этом ряду у нас будет уже 5 столбиков без накида. В четвертом ряду снова прибавка в первую петельку, затем вяжем таким образом: 1 столбик без накида в следующую петлю, затем прибавка и 2 столбика без накида. Всего в этом ряду у нас будет 7 столбиков. В пятом ряду мы вяжем уже 3 прибавки подряд. И дальше до конца ряда мы провязываем еще 4 столбика, чтобы всего у нас было в этом ряду 10 столбиков. Шестой ряд начинаем правильно с прибавки. Дальше после нее мы вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Снова вяжем одну прибавочку. И до конца ряда у нас остается еще 3 столбика, которые мы провязываем, чтобы в ряду у нас было 12 столбиков без накида. Седьмой ряд, и мы вяжем просто 2 столбика подряд, затем прибавку
3 столбика подряд и прибавку. И до конца ряда у нас остается 5 столбиков без накида. Всего в этом ряду будет 14 столбиков. Самый легкий ряд это 8, ведь в нем мы провязываем просто 14 столбиков по кругу без убавок и прибавок. В 9 ряду вяжем очень-очень внимательно. Начинаем с 1 столбика без накида. Затем в следующую петлю мы провязываем 1 полустолбик с накидом и 1 столбик с накидом полноценный. В следующую вяжем зеркально 1 столбик с накидом и 1 полустолбик с накидом. Затем провязываем просто 6 столбиков без накида. Смотрите, чтобы у вас все получилось симметрично. Нам нужно расширение клювика с одной стороны и расширение с другой стороны. Затем мы повторяем зеркально такой же раппорт, как у нас уже был. 1 полустолбик с накидом и 1 столбик с накидом в одну петлю. И зеркально 1 столбик с накидом, 1 полустолбик с накидом. И до конца ряда у нас остается еще 4 петельки. Всего в этом ряду у нас будет 18 петель по кругу. Теперь нужно внимательно посмотреть. Мне для того, чтобы выровнять в 10 ряду, нужно было провязать 2 петли смещения. Мы должны разместить вот, чтобы у нас четко клювик с прибавками смотрел на нас. И понять, что нам нужно еще 2 столбика провязать. Это смещение. Затем 1 воздушная петелька, поворот. И за задние от нас теперь полупетли мы должны провязать 5 столбиков без накида. Это был 10 ряд. Воздушная петелька, снова поворачиваем, мы делаем убавочку, 1 столбик без накида, 1 убавка. То есть в этом ряду уже будет 3 столбика в 11. А 12 ряд это воздушная петля, поворот, убавка, убавка. Ну и дальше уже еще один ряд будет воздушная петелька и убавка. Вот так это должно выглядеть. Ну и наконец-то мы пришли к вязанию нашей основной детали. Это голова, шея и туловище. Но начинаем мы опять с наших любимых перышек. И нам нужно будет связать 3 пера. С них мы и начинаем нашу голову темно-синим цветом. Мы вяжем, но здесь уже по 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Начинаем с самого большого пера и вяжем со 2 по 6 ряды по 5 столбиков без накида в каждую петельку. Ниточку обрезаем. Первое перо связали, приступаем ко второму. А вяжется оно аналогично. То же самое 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми первый ряд. Ну а дальше со 2 по 5 ряды мы вяжем по 5 столбиков без накида. На втором среднем пере тоже обрезаем нить. Ну и третье перо вяжем аналогично 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми, но только повторяем это со 2 еще по 4 ряды и ниточку на нем не обрезаем. Вот мы связали это перышко последнее, на нем мы вяжем еще один столбик, ставим маркер, еще провязываем 1, 2, то есть получается у нас всего 3 провязанных столбика по первому нашему перышку. Затем берем среднее перо, присоединяем его и провязываем 2 столбика без накида по нему. Ну и большое наше перо, по нему мы провязываем все 5 столбиков. Переходим на другую сторону. Затем оставшиеся 3 петли провязываем со среднего пера. И еще 2 по маленькому перу. То есть всего у нас должно в этом ряду, в нашем первом ряду,
головы получится 15 столбиков без накида. Теперь мы должны провязать здесь со 2 по 5 ряды 15 столбиков без накида, без каких-либо убавок и прибавок. Провязали 5 рядов. В начале 6 ряда мы делаем убавку, 6 столбиков без накида, убавку в торце и 5 столбиков до конца ряда. У нас должно получиться 13 столбиков без накида в 6 ряду, которые мы провяжем без прибавок и убавок уже в 7 ряду, просто по кругу 13 столбиков без накида. 8 ряд мы начинаем снова с убавки. Вяжем 5 столбиков без накида и делаем убавочку. После убавки провязываем оставшиеся еще 4 петли до конца ряда. Всего в этом ряду у нас будет 11 столбиков без накида. А вот уже 9 ряд мы начинаем с прибавки, то есть провязываем в первую же петлю прибавку и 10 столбиков без накида по кругу. Всего в этом ряду должно получиться 12 столбиков без накида. А с этого ряда мы начинаем уже расширять. Вяжем 1 столбик, 1 прибавку. Так повторяем по кругу 6 раз, чтобы вышло уже 18 столбиков без накида. 11 ряд мы начинаем с прибавки. Далее мы вяжем 8 столбиков без накида и снова повторяем прибавка и 8 столбиков без накида, то есть 2 раза так делаем по кругу. В этом ряду у нас уже выйдет 20 столбиков без накида. Пошло наше плавное расширение, и в 12 ряду мы снова начинаем ряд наш с прибавки. С прибавки и 9 столбиков без накида по кругу. Повторяем это 2 раза по кругу, у нас уже будет 22 столбика в ряду. В 13 ряду мы точно так же добавляем 2 прибавки вообще по кругу. То есть мы начинаем с прибавки ряд, провязываем 10 столбиков без накида и повторяем это 2 раза. В этом ряду 24 столбика без накида у вас будет в конце. 14 ряд вяжем аналогично, начинаем с прибавки, но уже между прибавками у нас будет 11 столбиков без накида. Повторяем так 2 раза по кругу. В конце ряда у вас выйдет 26 столбиков без накида. Следующие 3 ряда, 15, 16 и 17, мы вяжем по 26 столбиков в ряду. И 18 ряд мы снова начинаем с прибавочки и 12 столбиков без накида. Так мы повторяем 2 раза по кругу, и у нас получится 28 столбиков в ряду. 19 ряд провязываем просто 28 столбиков по кругу. Последний наш ряд на расширение это будет 20 ряд, и начинаем мы его с прибавочки. Провязываем прибавку и далее вяжем 13 столбиков без накида по кругу до следующей прибавки. То есть этот раппорт мы повторяем в этом ряду точно так же 2 раза, и у нас уже будет 30 столбиков без накида. Это максимальное количество петель в голове нашего бип-бипа. 21 ряд мы вяжем просто 30 столбиков без накида по кругу. И тут я хочу добавить, что вы можете армировать даже его хохолок, то есть вставить проволочку и сюда, чтобы он у нас мог заворачиваться в любую сторону. Как хотите, я в свою первую пробную, так сказать, модель не вставляла, но здесь можно поэкспериментировать. В общем, в этой версии я решила их таки тоже армировать, так что, если что, присоединяйтесь. А мы с вами переходим к вязанию 22 ряда и провязываем таким образом. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И делаем убавку. Повторяем так по кругу, соответственно, 6 раз, пока у нас не выйдет 24 столбика без накида. В 23 ряду вяжем 2 столбика и убавочку. Повторяем по кругу так 6 раз. И в этом ряду у нас уже с вами будет 18 столбиков без накида. И нам нужно будет после этого ряда остановиться и набить голову холофайбером, наполнить хорошенечко. Если у вас не будет здесь каркаса, то гребешок тоже можно набить. А так набиваем плотненько голову
И здесь тоже можно будет уже ставить каркас, который будет идти для шеи. В 24 ряду нам нужно будет провязать 1 столбик и 1 убавку. Провязать так по кругу 6 раз, чтобы в конце ряда у нас получилось 12 столбиков без накида. В 25 ряду мы должны сменить нить на голубую. Меняем ниточку, присоединяем голубую, провязываем 4 столбика и убавку. Повторяем так 2 раза по кругу, чтобы у нас осталось 10 столбиков без накида. А теперь мы просто по кругу должны будем вязать длинную шею нашей птички. И мы вяжем с 26 по 41 ряды по 10 столбиков без накида. Если вы вяжете без каркаса, без проволоки, то набивайте по мере вязания. Встречаемся с вами после 41 ряда. Вот мы провязали уже 41 ряд. Теперь следующий 42 ряд мы будем идти на расширение. Я не знаю, с какой стороны у вас получится маркер, но важно, чтобы в этом ряду у нас было 4 прибавки подряд и шли они, если вот так вот поставить наш хохолок, то прибавки должны идти четко сзади по центру. 4 прибавочки подряд. Поэтому вы провязываете так, чтобы у вас ровно прибавки были посередине. Я провязала 4 столбика без накида и сейчас вяжу вот сзади прибавочки, 4 подряд прибавки. И у нас остается еще 2 столбика в ряду, мы их тоже провязываем. То есть всего в этом ряду должно получиться 14 столбиков без накида. 43 ряд. Начинаем 4 столбика так, чтобы выйти обратно на наши прибавочки, и отсюда провязываем 1 столбик, 1 прибавка, повторяем так 4 раза, 1 столбик, 1 прибавка, еще 2 столбика в конце провязываем. Это наш 43 ряд, и в нем должно получиться 18 столбиков без накида. В следующем ряду снова делаем так, чтобы прибавки были под прибавками предыдущего ряда. И мы провязываем опять 4 столбика. На этот раз раппорт 1 столбик, 1 прибавка мы повторяем уже 6 раз. Все для того, чтобы наше расширение шло только по спинке. И в конце ряда у нас еще 2 столбика остаются не провязанными, провязываем их. Всего в 44 ряду должно получиться 24 столбика без накида. Вяжем 45 ряд и начинаем его с 6 столбиков. Далее мы продолжаем наш раппорт 1 столбик, 1 прибавка и повторяем его 9 раз по кругу. В 45 ряду у нас должно получиться 33 столбика без накида. Следующий ряд, 46, нам нужно сделать 3 прибавки. Делаем их строго, четко сзади по центру. 3 центральные петли. И выходим на 36 столбиков без накида. 47, 48 и 49 ряды мы вяжем без прибавок и убавок по 36 столбиков в ряду. В 50 ряду мы провязываем 4 столбика без накида и убавку. Так мы повторяем по кругу 6 раз. У нас получится в этом ряду уже 30 столбиков без накида. А дальше мы с 51 по 54 ряды включительно повторяем все те же 30 столбиков в каждом из этих рядов. 55 ряд. Мы вяжем 8 столбиков без накида подряд и делаем убавочку. Вяжем так 3 раза по кругу, и у нас останется в ряду 27 столбиков без накида. В 56 ряду мы вяжем 7 столбиков без накида, убавку, повторяем 3 раза по кругу и выходим на 24 столбика без накида. 57 и 58 ряды мы провязываем без прибавок и убавок 24 столбика по кругу. 59 ряд мы вяжем 2 столбика, убавочку. Ну и тут уже мы повторяем 6 раз по кругу этот раппорт и получаем 18 столбиков без накида в конце этого ряда.
Провязываем еще 2 ряда, 60 и 61, без прибавок и убавок, по 18 столбиков в каждом из этих рядов. После того, как провяжете эти ряды, можно будет уже плотненько, хорошо набить перед закрытием. Нам остается связать 62 ряд, в котором у нас будет 1 столбик и 1 убавка. Так мы повторяем 6 раз по кругу и выходим на 12 столбиков в ряду. В 63 ряду мы провязываем еще 12 столбиков без накида, а вот в 64 мы просто провязываем убавки до конца, пока у нас не закроется отверстие. И не забываем донабивать холофайбером, если того требует наш хвост. Вот мы и завершили наше вязание последней и основной детали нашего бип-бипа. Теперь нам остается только сборка и оформление. На данный момент у нас должны быть готовыми клюв, крылья, хвост и 2 лапы. И я предлагаю начать с оформления головы. Мы уже оформим сразу мордочку и пойдем от нее уже плясать. От него мы уже будем смотреть, какую детальку глазок вырезать. А я тем временем беру пины, намечаю, где наш клювик будет располагаться. Не забываем, что перед тем, как пришить клювик, мы должны его немножечко донабить. Нижняя часть клюва, она может у вас оставаться открытой, вот такой вот, у нас будет с открытым дзёбиком. Но я бы лучше ее пришила к верхней части. Вот так вот, мне он кажется аккуратней. Ровненько пришиваем. Пип-пип. Теперь приступаем к глазкам. Я уже рассказывала, как можно достаточно легко и без потерь сделать глазки, вырезать их из фетра. Вот в этом видео по оформлению сердечка, именно в разделе оформления и сборки, я рассказывала, как же вырезать глазки из фетра, так, чтобы они подходили в ваши игрушки, потому что мне поступали эти вопросы. Так вот, прежде чем вырезать из фетра и испортить его, то лучше всего просто нарисовать эскиз на бумаге, вырезать, приложить, понять, подходит размер или нет. Если что, всегда на бумаге можно уменьшить или увеличить и понять, что же вам вырезать конкретно из фетра. Подбираем нужный размер и вырезаем их из фетра. В моем первом варианте бип-бипа не было у него век, но здесь я попробовала вырезать из фетра, и, по-моему, они очень даже органично смотрятся. Я вначале приклеиваю наше веко к белку. Вот так. И затем уже глазки. А затем я размещаю их на мордочке нашей и приклеиваю непосредственно уже на голову. Размещаем наш хвост строго по центру тела. Размещаем перьями от себя и пришиваем, фиксируем его в этом месте. У меня вот, например, еще не супер фиксирующаяся проволока, поэтому я еще решила вот так вот подтянуть и пришить шейку. Ну и находим место для наших лапок, размещаем их, тоже можете приколоть, вот, чтобы они желательно были по центру нашей тушки. Размещаем и пришиваем лапки. Лапки пришиты. Что касается крылышек, я их уже тоже пришила. Мы их просто симметрично размещаем по бокам. Обязательно смотрите, чтобы вверху было самое большое перышко. И пришиваем можно только вот эту часть пришить. Здесь не надо пришивать. Ну и вот такой вот птенчик у нас получился. Очень яркий и позитивный птиц. Если вы до сих пор не поставили лайк этому видео, то самое время поставить лайк, подписаться на канал и поставить колокольчик.
А еще этот птенчик пополнит собой нашу коллекцию птичек, которую мы вязали вот в этом плейлисте. Можете посмотреть, там у нас есть уже и совушки, и попугаи. В общем, люблю я птичек ярких и разнообразных. Поэтому подписывайтесь, сохраняйте и вяжите вместе со мной. А если будете все-таки вязать вместе со мной, то обязательно присылайте мне в Инстаграм, либо в Директ, либо можно отмечать меня на фотографиях с вашими работами. Я всегда смотрю, всегда радуюсь вашим успехам. Ну а вам спасибо за просмотр. Всем пока. До встречи в новых видео.